Что означает 200-летие Достоевского? Каково положение его сегодня? Может показаться, что он один из самых известных, хорошо исследованных писателей в истории мировой литературы. За исключением, может быть, Шекспира, ни о ком не было сказано и написано так много. Уже при его жизни начались первые споры, столкновения мнений, оценки прямо противоположные. А после его смерти, и особенно в 20 веке, когда он стал, может быть, самым модным, самым популярным из всех классиков, на почве интерпретации Достоевского сталкивались целые идейные армии. О нем говорили философы, политики, литературоведы и просто анонимные читатели, которые находили у него ответы на самые глубинные, самые интимные свои вопросы. Поэтому сегодня есть ощущение, что о Достоевском больше сказать нечего. Сказано все, все возможные варианты понимания его как человека и писателя исчерпаны, и нам остается только благоговейно стоять перед бронзовым памятником и, абстрактно уважая его, на деле не читать и не говорить о нем публично. Именно это и происходит. Поэтому к своему двухвековому дню рождения Федор Михайлович подходит, как всегда, впрочем, как это было и при его жизни, в странном виде. О нем знают все, во всяком случае слышали все, но стоит расспросить подробнее как человека на улице, так и даже специалиста. Ведь есть такое ужасное слово, как достоевсковед, которое, я считаю, нужно изгнать из употребления, если понадобится даже законодательным образом, потому что оно чудовищно. Но и само достоевсковедение как профессия тоже по-своему уродливо. Потому что, во-первых, не может быть познания только одного писателя, даже если заниматься им всю жизнь, которое бы не выводило на более широкую перспективу истории литературы вообще, а также истории философии и истории как таковой, истории мира, истории человечества. Но очень многие, вполне уважаемые люди в течение этих, если не 200, то 1,5 веков, считали, что вполне можно ограничиться буквоедским, филологическим, эмпирическим изучением Достоевского, его текстологией, его биографией, его связями возможными, предполагаемыми и действительными с другими современниками и теми, кого можно считать его духовными сыновьями, выкормышами. Но все вокруг можно или отбросить, или рассматривать лишь побочно, потому что иначе, по мнению этих достоевсковедов, затуманивается или загрязняется чистота подхода к фактам, и потому достаточно просто взять текст и из этого текста с помощью всяких изощренных техник выжать его содержание, вне которого ничего нет, или, по крайней мере, все, что выходит за пределы этого текста, уже сомнительно и является спекуляцией. Поэтому пока филологи и литературоведы занимались мелочами, комментировали, разыскивали новые тексты, занимались изданием, что тоже, конечно, очень важно, и без этого не было бы ничего другого, полного собрания сочинений. Однако постепенно на другом полюсе этого крохоборства, если сказать грубо, или тщательной научной работы, если сказать мягко, вежливо, получалось так, что существование Достоевского как писателя становилось все более и более сиротливым, и в конце концов он превратился в одного из классиков XIX века, о которых все слышали, но которых почему-то никто не хочет читать сегодня. Но есть также и другие причины полузабвения и полузамалчивания Достоевского, потому что, разумеется, его никто не забыл и не забудет, слишком велика эта фигура. Но можно сделать вид, что хотя он есть,
для нас он более не важен, не существенен. Именно это и происходит. И это самое ужасное, что может быть, потому что это хуже полного забвения и хуже славословий, восхищений, за которыми не стоит глубокого понимания. Такое теплохладное отношение к чему-то чуждому. Это неудивительно, потому что современному миру и современному человеку Достоевский полностью противоположен, противопоказан, неприятен и опасен. Существует, правда, тенденция к забыванию, засыпанию песком, к тривиализации, к превращению в пыльную классику не только Достоевского, но и Льва Толстого и вообще всей русской классической литературы XIX века. Почему это происходит? Ведь в XX веке весь мир склонился перед, по крайней мере, этими двумя именами, да и перед другими русскими классиками XIX века, признал их уникальными, ни с кем не сравнимыми и дающими такую глубину и такое богатство и разнообразие познания человека и мира, какого больше не найти, пожалуй, ни у каких других писателей. И вот мы находимся в начале 21 века, и можно констатировать, что русская литература как бы растворена. Она не исчезла, но она существует в виде призрака, который бродит по всему миру, о котором время от времени вспоминают, чаще всего благодаря подобным юбилейным круглым датам. Но нельзя сказать, что русская классика является живой, органической частью сознания современного человека, хотя многие их читают, многие о них говорят, но не думаю, что многие их понимают и принимают их всерьез, в том числе как учителей в своей собственной жизни. И это именно по отношению к русской классической литературе XIX века самое большое преступление. Потому что, прежде чем говорить о Достоевском, и я сразу хочу предупредить, что я вовсе не собираюсь сейчас читать некую лекцию о Достоевском. Боже, сохрани, это невозможно в короткий срок, да и не нужно, потому что сейчас я вижу задачу в том, чтобы заострить некоторые проблемы с положением современного Достоевского в мире, а потому я буду говорить лишь о том, что мне кажется наиболее важным сегодня, и о тех деталях понимания Достоевского, которые, на мой взгляд, были искажены, не поняты или, наоборот, преувеличены. Так вот, прежде чем говорить о Достоевском как таковом, нужно сказать несколько слов о русской классической литературе, неотъемлемой частью которой он является. Существовала, во всяком случае, такая тенденция, чтобы выделять Достоевского, делать его некой одинокой фигурой, не связанной ни с кем более, писателем вне литературы, почти демонической фигурой, которую можно изучать, опять-таки, в отрыве от всего остального. При всей уникальности Достоевского он невозможен и непонятен вне большого полотна, вне большого потока русской литературы XIX века. А что такое русская литература? Русская литература не может сравниваться ни с какой другой национальной литературной традицией, потому что она абсолютно непонятна, непостижима и невозможна с точки зрения тех обычных представлений о развитии литературы, о литературной эволюции, к которым привыкли читатели и исследователи, когда они рассматривают все остальные существующие в мире литературы. Я бы привел такое сравнение. Любая другая литература, начиная с Древнего Востока и заканчивая европейскими и американскими отдельными национальными традициями, все эти литературы развивались органически, медленно, постепенно. Их развитие можно проследить с большой подробностью по векам, и в некоторых случаях речь идет даже не о веках, а о тысячелетиях.
То есть всякая литература, индийская, китайская, арабская, английская, французская, итальянская, это всегда длительный, естественный, медленный процесс. Когда же мы обращаемся к русской литературе, мы сразу понимаем, что здесь нет ничего подобного. Еще в 17 веке, когда в Европе уже праздновали свои самые большие победы, одерживали самые большие достижения многие великие люди, такие как Шекспир, Мольер, до них Гомер, Данте, после них целая плеяда классиков французской, английской и немецкой литературы, в России не было ничего. Если не считать фольклора, церковной литературы, если не считать одинокой и пока не имевшей большого влияния фигуры протопопа Аввакума, не было ничего. Наступает 18 век, происходит колоссальный поворот русской истории благодаря Петру Первому в сторону Запада, в сторону Европы, но и в 18 веке мы тоже не видим особого подъема русской литературы. Да, существуют отдельные интересные, яркие, крупные фигуры, такие как Ломоносов, как Державин, как Карамзин, Фанвизин, еще некоторые, Сковороду можно назвать, или Радищева. Но все эти имена сами по себе очень достойные, важные и интересные. Это имена, которым можно найти равных в любой европейской литературе того времени, и сказать, что они так уж уникальны или предвещают некое поразительное будущее, нельзя. Наступает 19 век. В течение буквально 20, а может быть и 15 лет происходит настоящий атомный взрыв. Происходит испытание нового, неизвестного ранее оружия, которое в течение даже не 100, а меньше лет, но возьмем 100 как круглую цифру, буквально сокрушает, сносит все остальные литературные традиции. И к концу XIX века, во многом благодаря, конечно, двум титаническим фигурам Толстого и Достоевского, русская литература становится, признается лучшей литературой в мире. Подобного примера невозможно больше найти в истории литературы. Нигде и никогда не происходил подобный взрывообразный рост качества и количества даже литературной продукции. Причем поражает также, с одной стороны, огромное разнообразие этой продукции, с другой стороны, ее теснейшая связь. Почти все писатели были либо знакомы лично, либо были заочными противниками, конкурентами или соратниками. И все это буквально при жизни двух поколений. Можно было родиться при жизни Пушкина и умереть при жизни Чехова, застав всю эту колоссальную, сложную литературную жизнь в одном биографическом поле. Это абсолютно уникальное явление, которое, как ни странно, по-прежнему недооценивают. И больше всего, может быть, в самой России. Вообще надо сказать, что парадоксальность современного положения и русской литературы, и особенно Достоевского в том, что самим русским она не особенно как бы и нужна. Они любят ею абстрактно гордиться, они любят упоминать Толстого, Достоевского, Пушкина, Гоголя, Чехова, когда нужно сказать, что есть у нас великие люди, есть у нас великая культурная традиция. Но это вовсе не значит, что они будут читать Пушкина, Гоголя, Толстого, Достоевского и Чехова. Абсолютно это ничего не значит. Как сказал очень ехидно Святополк Мирский в своей истории русской литературы, самым популярным русским писателем 1910 года был Джек Лондон, потому что для русских характерно странное желание читать все, что угодно, кроме своей классики. Это можно понять, потому что русская классическая литература – это литература не для воскресной прогулки, это не очень развлекательная литература. Это, и когда речь заходит о Достоевском особенно, тяжелая литература, может быть даже мучительная.
требующее большой работы, как при чтении, так и после этого чтения. Современный человек и современный россиянин явно не готов к такой работе в массе своей. Поэтому, именно поэтому, недавние круглые, крупные юбилеи двух великих писателей, Пушкина и Толстого, прошли как-то подозрительно вяло. Как-то очень дежурно, серо, с большой примесью бюрократического элемента. И нельзя сказать, чтобы эти даты вызвали какое-то новое понимание, новую волну интереса к этим писателям. Что-то мне подсказывает, я, конечно, хотел бы ошибиться, что подобная же вялость, серость и чиновничья обязаловка будет связана и с празднованием 200-летия рождения Достоевского. Кстати, в этом году исполняется не только 200 лет со дня его рождения, но и 140 лет со дня его смерти. Двойной юбилей. Но пока что первая дата тоже не вызвала особых всплесков, по крайней мере, интересных реакций. Очевидно, вторая также пройдет кое-как. Я хочу, насколько это в моих скромных силах, немножко нарушить это благостное общеобязательное течение событий и немножко вернуться к тому Достоевскому, который по-прежнему опасен и непредсказуем. Особая стыдобушка подобного положения, когда сами русские не интересуются русской классикой, усугубляется, если мы посмотрим на восприятие Достоевского на Западе. Достоевский поразительным образом, по крайней мере в 20 веке, частично уже и в 19, стал самым популярным сначала русским, а затем и вообще писателем мира. Кто только его не читал, кто только им не восхищался, кто только о нем не писал и не пытался его понять, вскрыть его тайну. Но поразительно, что это произошло, потому что ни один из русских классических писателей так не пострадал в переводах, как Достоевский. Первые его переводы на французский были вообще сделаны кое-как и порой даже с добавлением выдуманных самими переводчиками эпизодов. Но впоследствии, возможно, они были лучше. Не могу сказать о французских и немецких переводах, но, например, английские переводы Достоевского в 98% случаев ужасны. Причем парадокс заключается в том, что нынешние, современные, недавние, свежие переводы его, якобы улучшенные, приближенные к оригиналу, оказываются еще хуже, чем первые, так называемые еще викторианские или эдвардианские, начала 20 века переводы небезызвестной Констанс Гарнет, которые тоже не бог весть что. То есть парадокс заключается в том, что если бы, например, я читал Достоевского именно в английском переводе, я вряд ли бы подумал, что передо мной такой уж великий писатель. Потому что в них узнать его очень трудно. В них потеряны все почти силы его языка, все его богатство, вся его мощь, вся его неожиданность. И в сущности понятны только события, понятны только размышления, понятны только идеи. Но та форма, революционная форма, в которой выразились эти идеи, полностью утрачена. Поэтому нужно сказать о западных читателях Достоевского, что они оказались более прозорливыми в чем-то, более глубокими, более чувствительными, чем сами русские. Ведь при жизни Достоевский не был таким уж популярным или общепризнанным писателем. Его знали, его читали, но всегда находили в нем кучу недостатков, стилистических, формальных, а многие и содержательных. И только после пушкинской речи, и особенно после последовавшей за ней скоропостижной смерти, он, наконец, начал подниматься во мнении русских массовом. Ну, а к началу 20 века относятся первые серьезные его интерпретации, толкования. Тем не менее, именно Запад является источником и основой современного колоссального положения Достоевского в литературной истории. Если бы не Запад, боюсь,
кто знает, не был бы забыт Достоевский к концу 20 века. Ведь советская власть приложила немало усилий, чтобы это произошло, хотя в конечном счете вынуждена была признать свое поражение и так или иначе дать нам хотя бы лучшее из существующих на сегодняшний день полных собраний сочинений. Впрочем, тоже не совсем полное и тоже не во всем совершенное. Но современная Россия не дала и этого. Тоже к своему позору. Но, говоря о интерпретациях, пришло время сказать несколько горьких или неприятных истин по поводу как раз понимания Достоевского. Как я уже говорил, существует предрассудок, что Достоевский хорошо изучен, о нем все сказано и написано, и нужно только это все прочитать, изучить и умилиться, и решить, что ты все понял. Так вот, парадокс в том, что подступая ближе к толковательной литературе в Достоевском, поражаешься, насколько она бедна, насколько она ограничена, как мало в сущности интересных, действительно убедительных, глубоких гипотез высказано о его творчестве. Дело в том, что хотя трогали тему Достоевского многие, очень немногие подходили к ней во всеоружии знания. Чаще всего, и это началось еще в XIX веке, вырывался один кусок, самый жирный, самый вкусный из его тела, из тела его сочинений, и затем на этом куске строились далеко идущие выводы, целые гипотезы и концепции того, что такое Достоевский, в чем его смысл, что он нам хотел сказать, а все остальное, большая часть его духовного тела, да и биографического тела, тоже оставалась в пренебрежении, замалчивалась, заметалась под ковер, и тем самым Достоевский всегда оказывался каким-то уродцем, каким-то одноногим, одноруким, безглазым, ползающим или только летающим, не касаясь земли. И таких интерпретаций действительно очень много, но все они в каком-то смысле бессмысленны и бесполезны. Но даже если мы возьмем лучшие из существующих толкований Достоевского, это, как опять-таки не парадоксально, очень давние интерпретации. Это все начало 20 века, то есть книги Розанова, Шестова, Бердяева и самая известная интерпретация, а именно интерпретация Бахтина. То все эти в свое время очень интересные, важные, даже революционные в чем-то попытки сегодня уже выглядят устаревшими, поразительно неверными во многих частях и не приближающими нас к самому Достоевскому, а только ставящими между ним и читателем все больше и больше опосредованные звенья, как бы вставляющие между ним и нами все больше искажающих линз, которые почему-то мы должны считать линзами увеличивающими, поясняющими. Я не буду останавливаться на более ранних работах, потому что они, в общем, менее известны и менее популярны, и сразу перейду к Бахтину, к бахтинской интерпретации Достоевского. Сразу скажу, что, безусловно, работа Бахтина 29 года, в меньшей степени ее переиздание, переделка в 1963 году, была, безусловно, очень своевременной и для своего времени, для той культурной ситуации чрезвычайно полезной и сыграла очень положительную роль в том, чтобы разнообразить подходы к Достоевскому, сделать его необычным снова вместо забронзовевшего, заиндевевшего классика. Тем не менее, эта концепция полностью неверна. Не только частично неверна или однобоко, или недостаточно, она просто неверна. Если говорить о ключевом понятии толкования Бахтина, о полифоничном романе, о полифоничности, о полифонии, то само это понятие является настолько искусственным, настолько натужно приложенным к огромному яркому материалу текстов Достоевского, что порой даже кажется, что не мог сам Бахтин, вроде бы очень умный человек, всерьез настаивать на том, что это понятие объясняет или дает ключ к творчеству Достоевского. Тем не менее, он делает именно это.
в не допускающих двух толкований выражениях, он все время говорит о том, что до него все неправильно понимали Достоевского именно потому, что они недооценивали, не видели, не понимали, что он человек и писатель, который способен раздваиваться, расстраиваться и в конце концов до бесконечности дробиться на разные точки зрения, разные голоса, разные потоки событий. И только подобное понимание Достоевского дает нам правильную точку зрения на него, правильную перспективу, из которой мы наконец поймем этого самого загадочного писателя XIX века. В чем же ошибочность этой концепции? Дело в том, что сам Бахтин в конце концов признал, что если использовать критерий полифоничности, то задолго до самого Достоевского ими, полифонистами, были почти все великие писатели. И Гомер, и Данте, и Шекспир, и Мольер, и Бальзак. А среди русских до Достоевского, по крайней мере, Гоголь, если не Пушкин, все они были полифоничные, многогранные, многоголосые, многоперспективные, и поэтому ничего специально Достоевского в этом нет, а следовательно, само употребление этого инструмента оказывается бесполезным. Но это только часть проблемы. Главное же заключается в том, что именно обращение к текстам, первоисточникам, показывает, что Достоевский при всей разорванности его кажущейся, при всей противоречивости, при всем нескладываемости в его текстах, тем не менее ведом и управляем, и сам управляет неким единым потоком, неким единым миром, в котором при всем его огромном напряжении, его разрывах, его безднах, его воинственной розни, тем не менее всегда есть завершающая целая форма. Поэтому можно сказать, оставаясь в рамках этих несколько ограниченных терминов самого Бахтина, Достоевский именно монофонический писатель, но лучше использовать другое слово. Он не полифоничен, а симфоничен. Не многоголосен, не многовиден, а созвучен. И его видение мира, человека, самого себя в конечном счете объединяется в видение почти божественное. Есть также еще один важный момент, который, на мой взгляд, полностью был упущен и Бахтиным, и многими литературоведами, нашими и западными, шествовавшими по его стопам, а именно недооценка такого конкретного биографического факта в жизни Достоевского, как его болезнь. Можно считать, что это лишь некое досадное препятствие, некая неприятная, но все же пренебрежимая особенность его истории. Но это не так. То, что Достоевский страдал эпилепсией, это факт, к которому нужно отнестись со всей серьезностью. Серьезностью медицинской и серьезностью литературной, серьезностью метафизической. Потому что такое эпилепсия? Ну, во-первых, полного ответа на этот вопрос у нас нет. Мы не знаем. Есть гипотезы, есть наблюдения, есть эксперименты, которые, однако, не дают окончательного ясного ответа, что вызывает эпилепсию, какова ее природа и даже как ее лечить. И если мы вспомним, что в течение многих веков и даже тысячелетий падучая, как ее раньше называли, считалась не простой болезнью, а болезнью людей святых, болезнью пророков, болезнью мистиков и визионеров, то мы оценим всю важность этого факта не только в жизни, но и в литературе Достоевского. Эпилепсия – это болезнь монологическая. Во всей полноте смысла двух корней этого слова. Монос – единый, логос – разум или слово. Почему? Потому что эта болезнь поднимает человека над его субъективной природой, над его «я», над его личностью, к некоему запредельному опыту, к некоему непостижимому
новому, высшему бытию, в конечном счете поднимает его к Богу, если говорить просто. Сам Достоевский это прекрасно понимал и говорит об этом очень недвусмысленно в своих текстах. В частности, характерно, что в «Бесах» Кириллов страдает подучий и говорит очень подробно не только о самих приступах, но и, что более важно, об особом состоянии, которое предшествует эпилептическому припадку. Я говорю о так называемой ауре. Термин, имеющий многозначные смыслы и употребляющийся по-разному, как среди ученых, так и среди оккультистов, эзотериков. Но тот смысл, о котором я хочу сказать, это смысл предварительного, неописуемого или трудноописуемого состояния, которое за несколько секунд предшествует наступлению судорожного припадка. Аура – это состояние некой легкости, освобожденности от всех бед, болей, сомнений. Это мистическое переживание, выражающееся в особом свечении всех предметов, особом шуме или голосах, кажущихся ангельскими. В общем, описания этого состояния разнятся, и, как правило, человек, который испытывает ауру, думает и говорит о ней как о религиозном переживании, как о подъеме в высшую сферу. Причем, когда после этого состояния, которое обычно длится несколько всего секунд, наступает, собственно, приступ, то, очнувшись от него, люди не помнят, больные эпилепсией не помнят, что с ними произошел припадок, но помнят это состояние ауры, это состояние блаженства. И недаром также Достоевский и в «Бесах», и в «Преступлении и наказании» дважды упоминает Магомета или Мухаммеда, говоря современным языком, который, как, в общем-то, уже является общепринятым в исторической литературе, тоже, скорее всего, страдал эпилепсией, которой отчасти пытались объяснять его видения, его откровения, которые стали затем основой новой религии, которые записаны в Коране, которые можно понимать чрезвычайно по-разному. Так вот, Достоевский был эпилептиком не только в медицинском смысле, он был эпилептиком как писатель. И форма, и содержание его текстов могут быть поняты именно так. Он писал быстро, судорожно, небрежно, как бы не думая о форме, но на самом деле стараясь, чтобы форма соответствовала тому рваному, внезапному, непредсказуемому содержанию, которое он переживал, о котором он думал и которое он хотел выразить. Наконец, это и есть то единство, та всеобщая форма, в которой сливаются столь противоположные сами по себе герои его текстов. Поэтому из факта медицинской личной биографии писателя эпилепсия превращается в некую метафизическую сущность, в особое творческое состояние, которое, естественно, нельзя создать искусственно, и к нему нельзя прийти специальными художественными приемами, которые в течение десятилетий пытались выманить у Достоевского литературоведы. Это вещи, которые можно только пережить, и более того, это состояние, которое вряд ли сам Достоевский захотел бы иметь, если бы это от него зависело. Но только благодаря этим прорывам в мир иной, причем неясно, идет ли речь о рае или аде, но во всяком случае о чем-то внеземном, он и смог сначала увидеть, почувствовать, услышать, а затем реализовать, записать те поразительные содержания, поразительные открытия, поразительные формы, поразительных героев, которые доступны нам в замерзшем, статичном виде его текстов. Поэтому, говоря о неправде, неверности бахтинской концепции полифонии у Достоевского, я могу это объяснить еще и тем, что если бы был прав Бахтин, и если бы Достоевский действительно был прежде всего и главным образом полифоническим писателем, это означало бы, что подлинная болезнь Достоевского есть не эпилепсия, а шизофрения.
Ведь что такое шизофрения? Разумеется, упрощая многие сложные вопросы по поводу этой болезни, опять-таки плохо изученной, несмотря на десятилетия работ над ней, и даже определение ее до сих пор остаются весьма спорными. Но тем не менее, шизофрения есть в общем и целом разорванность сознания, разорванность «я», выражающаяся прежде всего, это один из, пожалуй, наиболее общепринятых, общепризнанных симптомов этой болезни в виде слышания различных голосов. Голосов, которые появляются помимо воли больного человека и которые навязывают ему содержание своих идей, своих мыслей, вплоть до того, что подобное слышание голосов становится причиной тяжелых расстройств, самоубийств и даже убийств. Между шизофренией и эпилепсией не просто разница клиническая, но разница психологическая и метафизическая. Шизофрения изолирует и отделяет больного человека от других людей, от общества и даже от истории. Эпилепсия странным, непостижимым образом единит его с миром, с людьми и с Богом. Именно это и происходит, если угодно, во время чтения великих романов Достоевского. Мы сначала чувствуем дискомфорт, несогласие, сопротивление. Мы не хотим принять эту литературу по сравнению со многими другими, тоже великими писателями. Но постепенно мы как бы захватываемся этим состоянием самого автора и сами переживаем некую ауру. Видение мира таким, каков он есть, во всей его бездонности, во всей его противоречивости, во всей его незавершенности и непонятности. За этим, можно было бы сказать, следует у каждого по-своему эпилептический припадок, во время которого они уже не могут полностью справиться с этим состоянием и начинают придумывать всевозможные удобные теории, которые бы объяснили предшествующую ауру самого Достоевского. И одним из таких эпилептических истолкований является как раз полифоническая гипотеза Бахтина. Могут сказать, что я преувеличиваю значение эпилепсии в творчестве Достоевского. Конечно, не в жизни, но в творчестве он все-таки был свободен от нее, не думал о ней. Но я думаю, что именно указания самого Достоевского в «Бесах» и «Преступлении и наказании» указывают на то, что это было чрезвычайно важным для него событием, чрезвычайно важным обстоятельством его жизни, которое он пытался осмыслить и превратить в искусство, что ему и удалось. Вторым ключевым термином или синонимом основного термина полифонии у Бахтина служит также термин «диалогичность». И тут, надо сказать, просто поражает у него непонимание сущности диалога. Любой диалог неравноправен. Это очевидно, если обратиться к создателю, по крайней мере на Западе, этой формы повествовательной и даже мыслительной формы, к диалогам Платона. Порой у Платона подобное неравноправие, неравенство доходит даже до крайности, когда Сократ является в сущности единственным действующим лицом, а его собеседники — это не более чем поддакивающие дурачки, которые только соглашаются с его высказываниями или направляют движение разговора так, чтобы Сократу легче было высказать свои задушевные идеи. Но и в лучших платоновских диалогах, там, где действительно существует противоборство, равные по силе точки зрения, всегда есть ощущение, что одна из сторон окончательно добьется победы, что права именно она, а вторая сторона нужна лишь как партнер в боксе, как противовес, на котором можно отработать окончательно ту или иную идею. Но если мы возьмем даже такую разновидность диалога, как драматический диалог, то снова мы убедимся в том, что не может быть абсолютно равноправного диалога, абсолютно равноправных
равноправного обмена репликами, идеями и чувствами. Всегда есть главный и второстепенный герой, всегда есть ведущий и ведомый, всегда есть спрашивающий и отвечающий, не знающий и владеющий истиной. Такова природа самого поиска истины, что если бы она всегда была размазана, разорвана между двумя равноценными, равноверными позициями, то значит никакой истины не существует, а существует вечное колебание, вечное раскачивание между полюсами, которые никогда не приводят к окончательному решению. Не так устроена была история европейской философии, да и европейского искусства. Между всеми крайностями, между всеми метаниями, между всеми противоречиями всегда происходило движение вперед к некой цели, которая хоть и смутно виднелась вдалеке, к которой стремились все художники и философы, независимо от их личных пристрастий, личных способностей и желаний. В этом смысле Достоевский ничем не отличается от своих предшественников и от многих своих последователей, потому что так же, как были полифонисты и диалогисты в литературе до него, были они и после него, и, может быть, даже более заостренные. Если ограничиться только русской литературой, то можно вспомнить и Сологуба, и Белого, и Булгакова, которые использовали подобную многоголосость и диалогичность или диалектичность даже, может быть, даже с большей последовательностью, чем это когда-либо удавалось Достоевскому, хотя все они так или иначе, принимая его или отталкиваясь от него, отрицая его, использовали, помнили о том, что это было сделано. И в этом смысле одним из критериев великого писателя, действительно великого писателя, как раз и является способность объединять в своем сознании, в своем «я», в своем мастерстве самые разные, самые несовместимые, противоречивые явления, характеры, события. И только такой писатель, который может как бы железной рукой сжать нити опыта, поток опыта и выжать из него некую драгоценную субстанцию истины, только такой писатель может считаться великим, может оставаться незабытым, писателем, которого можно все время открывать заново и в котором никогда нельзя достичь дна, потому что он всегда углубляется по мере того, как мы углубляемся в него. Ну и в целом, говоря о недостатках бахтинской интерпретации, я бы сказал, что ей свойственен какой-то натужный персонализм, который объясняется личными философскими, этическими убеждениями самого Бахтина, объясняется той обстановкой, в которой создавалась эта книга, в том, кому он противоречил и кого он хотел опровергнуть. Но мы, живя в начале 21 века, гораздо меньше склонны уповать и поклоняться такому понятию, как личность. Может быть, не всем это понятно, но я думаю, постепенно осознание этого придет. Мы слишком много надеялись на личность, слишком много клали на весы, на сторону личности надежд. 20 век этих надежд не оправдал, а 21 век, особенно 2 последних года, ярко показали, что, во-первых, личностей почти нет, а там, где они есть, это очень даже может быть плохие личности, злые личности, личности дьявольские. И что человек вообще гораздо сложнее, глубже и труднее, чем то, что можно в нем свести к понятию личности. Хотя для многих это кажется вершиной, над которой только звезды. Поэтому Бахтин исходил из того, чтобы показать, как у Достоевского литература есть некий моральный акт, некое моральное действо. И приобщаясь к текстам Достоевского, мы сами становимся подспудно личностями, потому что переживаем в борьбе его идей и его героев такие коллизии, которые в нас раскрывают неизвестные нам прежде скрытые способности, возможности и так далее. Понимание, идеи. Это очень красивая теория,
очень приятная для многих читателей, но она имеет к Достоевскому очень опосредованное отношение. Потому что Достоевский не был персоналистом. Так же, как не был он экзистенциалистом, так же, как не был он первым психоаналитиком, первым постмодернистом, и вообще можно очень долго перечислять, каким протоистом его только не называли за последние 150 лет. Достоевский был прежде всего острейшим скальпелем, самым страстным патологоанатомом XIX века. Он довел литературный, психологический и метафизический анализ до крайности, до предела. Дошел до таких границ, за которыми, собственно, искусство разрушается и превращается то ли в жизнь, то ли в уродство, в болезнь. И потому то, что обычно называют тяжестью Достоевского, его болезненностью, его мучительностью, его жестокостью, есть не что иное, как непоколебимое, неумолимое, железное, логичное движение этого самого скальпеля. Но скальпеля не только рационального, не только логического, а скальпеля чувства, скальпеля духа. И в этом смысле Достоевский гораздо глубже, чем любая личность, даже самая великая. Он душевен и духовен, но не личен. Что, впрочем, можно показать даже обращаясь к его личным документам, к письмам, к статьям, где он противоречит сам себе на каждом шагу, где он переключается в оценке одного и того же лица, например, Белинского, восхищение к поношению ненависти и презрению. И все это, и то, и другое является искренним. Он нигде не врет. Это своего рода самовскрытие, беспощадное, смелое и безоглядное. Именно в этом сила, уникальность и вечность Достоевского, потому что ни один другой писатель, даже самый великий, не посмел пойти в этом направлении так далеко. И поэтому, говоря о силе Достоевского, о смысле Достоевского, нужно сказать именно о его радикальности, о его балансировании на грани жизни и искусства, жизни и литературы. Никто, кроме него, не хотел балансировать на тонкой нити, рискуя в любой момент сорваться и даже срываясь, потому что можно сказать, что и жизнь, и творчество Достоевского – это ряд падений в бездну, только вместо того, чтобы разбиваться на ее дне, он приземлялся на другую, столь же тонкую нить, по которой шел какое-то время, чтобы снова упасть на следующую. В этом смысле Достоевский никогда не будет окончательно понят, никогда не будет окончательно преодолен, никогда не будет никем превзойден. И трудно сказать, хорошо ли это. Многие, даже очень тонкие критики, приходили к выводу, что полное принятие в себя Достоевского есть такая же болезнь, как его эпилепсия. Есть духовное самоубийство, есть отравление себя неизвестными, но очень сильными ядами, с которыми нечем справиться. Здесь я бы хотел сказать несколько слов о том, в какую крайность зашла интерпретация Достоевского в последние десятилетия, может быть, даже в последние полвека. Если при жизни Достоевского его в основном раздирали на части политические партии, литературные группировки, если в начале 20 века за него взялись философы, а затем литературоведы, то в середине 20 века и чем дальше, тем больше к концу 20 века и начала 21 века из Достоевского стали лепить религиозного писателя. Из него стали делать православного, ультрахристианина. Положим, зачатки к такому пониманию были всегда, и для этих толкований есть, безусловно, множество оснований в самих текстах Достоевского. Но я не знаю даже, может быть, это православное толкование Достоевского худшее из всех существующих. Хуже, чем Бахтинское, хуже, чем Шестовское, хуже, чем Бердяевское, чем психоаналитическое, структуралистское, чем какое угодно еще. Потому что
Никакое другое толкование, даже самое ошибочное, одностороннее, глупое, не притупляет Достоевского, не притупляет его остроту, его радикальность, его скальпельность, как это. То есть все ужасы, все противоречия, все страдания, вся биография самого Достоевского, а его биография беспримерна в истории мировой литературы, ни один другой великий писатель не пережил так много страданий и мучений, и речь не только о каторге или болезни, и не только о нищете, но и о полном разладе с окружающей действительностью, которую он, правда, пытался всячески смягчать даже для самого себя. И часто можно встретить в воспоминаниях слова о том, что он был всегда добр, никогда не изображал из себя мученика, не держал зла на тех, кто с ним совершил все эти вещи. Но сделать вид, что все, что происходило с ним в течение жизни до самых последних дней, что все это было неким образом сглажено, смягчено, нейтрализовано, и какие угодно еще термины христианством, религией, значит, в сущности, предать Достоевского, значит, свести его к готовым существующим шаблонам, значит, фактически зачеркнуть Достоевского. Поэтому, может быть, это последняя крупная тенденция в его понимании, она и наиболее опасна. С ней нужно очень серьезно бороться. Но для того, чтобы с ней бороться, нужно обратиться к полноте самого Достоевского. Нужно не выискивать у него те или иные удачные факты, удачные цитаты, удачные места, которые бы ложились в ту или иную концепцию. Не подходить к нему с готовыми идеями, с готовыми измами, а читать его подряд, от начала до конца, не зачеркивая и не ставя в тень ни одного из его текстов, ни одной из его идей, ни одного из его высказываний, даже самых скандальных или неполиткорректных с точки зрения современного мира, современного человека. Только тогда, а это труд колоссальный, который в сущности очень немногие проделали за все 150-140 лет со дня его смерти, но только проделав этот путь, мы сможем прийти к более или менее естественному, правильному пониманию того, что такое Достоевский. И вот тут это оптимистическая часть моего заявления, моего взгляда на Достоевского. Все только начинается. Все еще впереди, и работы непочатый край, конь не валялся. И эта работа чрезвычайно приятная, как ни странно, когда речь идет о таком мучительном писателе, как Достоевский, потому что только через Достоевского мы сможем прийти к чему-то другому, новому, и если не высшему, то, будем надеяться, равному ему. Но только при условии полного прохождения через многоуровневый, многослойный фильтр его, полного собрания сочинений. Достоевский именно в полном собрании сочинений, как немногие великие писатели, заслуживает полного внимания и к ранним, и к средним, и к поздним сочинениям, потому что большинство, по крайней мере, из этих вещей беспрецедентны, революционны и не имеют аналогов в мировой литературе. Такие вещи, как «Зимние заметки о летних впечатлениях», «Записки из подполья», «Крокодил», «Бобок», «Кроткая», «Бесы», как весь дневник писателя. Это вещи, полностью выбивающиеся из всех жанров, канонов, идущие против правила, против любого закона построения литературного произведения. Они беспощадны к людям, они беспощадны к эпохе, которая их породила, и к той эпохе, которая их читает. И только благодаря прохождению через этот лес, эти джунгли, непредсказуемые и опасные, мы в конечном итоге придем к тому Достоевскому, который не будет карикатурой. Здесь немало путаницы внесло понятие реализма, особенно трудно применимое, особенно уклончивое по отношению к русской классической литературе XIX века. Потому что реализм
– это обоюдоострый меч. Реализмом хорошо резать других или другое, но рано или поздно он начинает резать того, кто держит его в руках. Начинает резать самого автора или самого читателя. И именно это характерно для произведений Достоевского. В них нет того, что в них часто находили горе-интерпретаторы, а именно многослойности, многоплановости. Причем слово «план» здесь понимается скорее в том смысле, в котором его употребляют оккультисты, то есть некая невидимая часть мира, в которой происходят более важные, более сложные события духовного мира, где обитают особые существа, ангелы, демоны. Проблема в том, что у Достоевского нет слоев, хотя их легко можно выделить филологически, можно найти в его текстах постоянные отсылки к другим текстам, к другим писателям, к событиям уголовной хроники или литературного процесса его времени. Можно обнаружить там скрытые цитаты или использование философов. Наконец, можно увидеть в них просто завлекательные уголовные или приключенческие сюжеты. Но парадокс в том, что все внутри текста Достоевского происходит одновременно. Мир его романов – это единый мир. Он бездонен, он разнообразен, он опасен, но именно таков настоящий мир, мир, в котором мы живем. Разорвано всегда лишь отдельное субъективное сознание, которое этот мир пытается охватить. Сам же мир одновременно конечен и бесконечен, и столкновение, несовместимость конечности и бесконечности порождает его загадку, порождает его интерес, порождает желание жить и даже страдать, но через страдания приходить к все большему и большему пониманию того места, где мы очутились. И в завершение самое главное. То, что можно было бы назвать определением Достоевского, хотя, разумеется, такое определение невозможно окончательно, но к нему можно подступиться. Достоевский, в этом его сила, главное значение и уникальность в истории литературы – это поэт, визионер, мистик зла. Ни один другой писатель не давал злу, сомнению, отрицанию, глумлению, оскорблению, насмешке, унижению, жестокости, глупости, безумию высказаться так полно, как он. И если посмотреть в глубину читательской души, то следует признать, что именно поэтому вы его и читаете. Именно это, а вовсе не его православие, вовсе не его психологический анализ, вовсе не его этические или философские коллизии влекут вас к нему все снова и снова с неодолимой силой. Вы это знаете, вы это признаете, но не хотите, может быть, признаться в этом вслух. Потому что ведь если это так, то Достоевский – это самый опасный писатель в истории, самый безысходный писатель, самый непреодолимый писатель, человек, с которым нельзя справиться ни с помощью науки, ни с помощью религии, ни с помощью философии, кстати сказать, потому что никакая философия здесь не поможет. И было бы напрасным считать самого Достоевского философом, не только потому, что он формально не подходит на эту роль, но и потому, что он не хочет, в конечном счете, никакой истины, кроме той истины, что истина неизвестна, что она всегда ускользает, что она всегда нас предает, над нами смеется, нас использует, и что никакого другого смысла в этом существовании, кроме наслаждения бессмысленностью этого существования, кроме наслаждения его остротой, его беспощадностью к желаниям и ожиданиям человека, не существует.
Сам Достоевский, может быть, не согласился бы с таким определением, он сказал бы, что все же я вижу свет на горизонте, я знаю, что Христос спасет, я знаю, что Евангелие указало путь вечный к правде и добру, что есть, наконец, такая вещь, как красота, которая тоже должна спасти этот ужасный мир. Но если бы все это было так, и если бы в этом заключалась главная тайна и главная сущность Достоевского, он бы, я думаю, давно сошел на нет и стал бы одним из многих. Но именно благодаря не просто вниманию, не просто знанию, а смакованию и доведению темной стороны человека, мира и даже самого Бога до предела, до превращения его в шедевр, зло как шедевр, Достоевский является Достоевским. Нравится это кому-то или нет, но это так. И я думаю, только из этой перспективы мы откроем в нем те стороны, те глубины и те подарки, которые он все еще может нам подарить. Что касается моего подарка к 200-летию Достоевского, им станет фильм, моя экранизация «Бесов». Сейчас я просто хочу показать вам этот фильм, ничего не говоря о его замысле, о его съемках и о той интерпретации, которая легла в его основу. Это будет темой отдельного видео, которое я не хочу смешивать с этим, где главное – это разговор о Достоевском. И все, что мне остается сказать – с днем рождения, Федор Михайлович!